Здорово, бро! В этом видео мы разберем, кем бы мог быть агент Феникс из Valorant, если бы он существовал в реальном мире. Мы не будем просто гадать, мы нырнем в анатомию, в биохимию, нейронауку и мутации, чтобы понять, как человек может управлять пламенем, лечиться в огне и возвращаться из мертвых. Немножко про лор. Согласно лору Valorant, все изменилось после события Первого Света, необъяснимого катаклизма, который выбросил в атмосферу загадочную субстанцию – радионит. Он изменил человечество, мутировал некоторых, и тех, кто выжил, назвали радиантами. Одним из таких стал Джейми, известный нам как агент Феникс. Парень из Лондона, у которого вместо сердца теперь пульсирует пламя. Но как оно работает? Как работает его тело? Что произошло с его ДНК? Почему он не горит? И самое главное, как наука объяснила бы возрождение из пепла? Короче, не будем затягивать, посмотрим на его способности через призму науки и попытаемся примерить их на реальный мир. Начнем, пожалуй, с его основной способности. Это создание огня и огненные стены. Для возникновения пламени необходимо топливо, окислитель, обычно это кислород, и источник энергии для воспламенения, классический треугольник огня. С научной точки зрения, организм Феникса мог бы вырабатывать воспламеняющие химические вещества и управлять их возгоранием. В природе есть пример, это жук-бомбардир, который обороняется, выстреливая кипящую химическую струю. В его брюшке хранятся два реагента, это гидрохинон и пероксид водорода, которые при смешивании в присутствии фермента резко реагируют, нагревая смесь почти на 100 градусов по Цельсию, выбрасывая ее наружу. Хотя у жука эта реакция не приводит к открытому пламени, а лишь к облаку горящего едкого вещества. Это доказывает принцип: живое существо способно генерировать тепло и выстреливать, в кавычках, реактивную струю химическим путем. И аналогично, Феникс мог бы иметь специальные железы или органы, которые накапливают самовоспламеняющиеся при контакте соединения. И вы, конечно, можете спросить, зачем ему какая-то жидкость или смесь, не до конца поняв мою идею. Я сейчас попытаюсь ее объяснить. Смотрите, он может, к примеру, выделять аэрозоль из горючего масла или газа вдоль траектории, как он делает это в игре, и одновременно высекать искру для поджига, чтобы этот аэрозоль или газовое облако превращалось в пламя, временно, на 6 секунд, пока она полностью не сгорит. Но, тем не менее, это уже больше похоже на реальность. То есть, в принципе, эта способность может существовать, если у человека будут специальные железы. Да, с точки зрения игры, например, это выглядит больше как какая-то магия или что-то наподобие Людей Икс, но даже в Людях Икс объясняется, как по сути работают их способности. В Людях Икс не раз говорилось то, что они не какие-то супергерои, они такие же люди, как и все, только мутанты. И я предполагаю, что с радиантами из игры Valorant то же самое. Ладно, я немножко отступил от темы, давайте дальше. Про способ воспламенения, то есть мы поняли, к примеру, он выделяет газ или жидкость, которая воспламеняется, но как он ее воспламеняет? Снова же обратимся к природе. Биология знает способы генерировать электрические искры. Вы все это знаете, это электрический угорь. Он способен выдавать разряды до 860 вольт с помощью специальных органов из 1000 электроклеток. Я взял это с Википедии. Короче, мутация могла бы наделить Феникса подобными электроклетками в предплечьях, скажем, и позволять ему воспламенять выброшенное топливо электрическим разрядом. Теперь давайте представим, что да, так оно и есть, и посмотрим это с позиции термодинамики. На создание пламени требуется энергия, и Феникс должен преобразовывать энергию своего тела, ну или же черпать ее с окружающей среды, посредством радионита, к примеру. Впоследствии выделяя ту самую энергию в виде тепла. Но обычный человек не сможет справиться с таким количеством энергии, которую он должен вырабатывать и тратить, поэтому смотрим теперь на Феникса со стороны метаболизма. Метаболизм такого пирокинетика был бы чрезвычайно усиленным. Выброс одной порции огнесмеси эквивалентен сжиганию, наверное, десятка килоджоулей энергии за секунду, что по сути намного превышает мощность обычного человека, точнее его человеческого обмена веществ. Вероятнее всего, радионит выступает как внутренний источник энергии, преодолевая нормальные ограничения организма.
По сути, если бы не радионит, то Феникс должен был бы потреблять огромное количество калорий, которые он потом преобразовывал бы в смесь, которую поджигает. И, к примеру, неудивительно, что Кло и Джет, по сути, постоянно что-то хавают. Ладненько, давайте перейдем к его другой способности, это ослепляющий огненный шар. Давайте предположим, что огненный шар — это капсула или сгусток плазмы, удерживаемый некой силой. Чуть позже разберем какой. Поскольку плазма содержит заряженные частицы, сильное электромагнитное поле могло бы придать ей форму шара. Возможно, Феникс способен генерировать локальное магнитное поле через мощный электрический ток, что по сути тоже звучит складно по аналогии с угрем. Наверное, такой эффект можно сравнить со вспышкой. Такая мгновенная вспышка от сгорания, например, тонкого облака магниевого порошка, как в старых фотоаппаратах. Ну, я сейчас говорю про те самые фотоаппараты, за которыми стоял усатый фотограф в котелке, окруженный густым дымом. После громкого хлопка вспышки на основе магния снимает своих моделей. Конечно, магний в чистом виде организм производить не может, но гипотетическая мутация могла бы обеспечить накопление аналогичного реагента. Например, белый фосфор, химический элемент, способный самовозгораться в воздухе, содержится в организме, в костях и так далее. Теоретически мутация могла бы привести к его накоплению. Например, при контакте с воздухом, с кислородом точнее, такой фосфорный шар вспыхнул бы слепящим пламенем. В реальности столь экзотический биохимический путь неизвестен, но в рамках фантастического допуска Феникс мог бы сочетать химический метод, это смесь горючих веществ, и биоэлектрический, для создания подобного яркого огненного снаряда. Теперь, наверное, стоит поговорить про его иммунитет к огню и регенерации. Самое удивительное, это Феникс не получает ожогов от собственного пламени. Более того, это пламя его лечит. Биологически это крайне необычно, ведь температура обычного пламени, например, горящей смеси бензина и воздуха, может превышать 1000 градусов по Цельсию, что моментально, по сути, разрушает живые клетки. И это, в свою очередь, значит, что организм Феникса должен обладать термостойкостью, превосходящей все, что известно у млекопитающих. Некоторые подсказки дает природа, а точнее природа экстремофилов. Политеха, это такой червь под названием Помпеи, живет у гидротермальных источников и выдерживает температуры до 80 градусов по Цельсию. Будучи самым термоустойчивым многоклеточным животным, он живет благодаря особым термостабильным белкам и симбионтным бактериям. Они, по сути, образуют защитный слой на коже. Вот, и еще более впечатляющие существа — это тихоходки, водяные медведи. Вы их видели уже в фильмах, показывали. Здесь где-то будет кадр такой вот. Короче, это такие микроскопические беспозвоночные. Они переживают кипячение и заморозку, причем до минус 270 градусов по Цельсию. Они переживают вакуум и огромные дозы радиации, впадая в криптобиоз. В их геноме найден такой уникальный белок DSUP, защищающий ДНК от повреждений. Он связывается с хроматином и образует облако, такое вот в кавычках облако, которое экранизирует молекулы ДНК. По сути, он защищает ДНК от радикалов. Прикол в том, что уже проводили испытания данного белка DSUP с человеческими клетками, и радиационные повреждения уменьшились примерно на 40%. Поэтому можно представить, что мутация от радионита наделила Феникса аналогичными защитными механизмами и термоустойчивыми компонентами. По сути, его клеточные мембраны могли бы содержать теплоустойчивые липиды, а ферменты иметь структуру, не сворачивающуюся при высоких температурах. Кроме того, под действием жара в его тканях, возможно, активно синтезируются белки теплового шока, что именуется как HSP, которые защищают его внутриклеточные структуры и помогают быстрому восстановлению повреждений, что и есть, по сути, регенерация. Да, повышенная температура сама по себе ускоряет метаболизм, так что если клетки Феникса не разрушаются от жара, то тепло служит катализатором регенерации, усиливая деление клеток, приток крови и обмен веществ. Таким образом, пребывание в собственном огне для Феникса эквивалентно интенсивной терапии. В пламени его раны стремительно заживают, так как для обычного человека это вызвало бы боль, новые ожоги и гибель тканей. Теперь переходим к самому сладкому. Это его ульта. Она фактически позволяет Фениксу воскреснуть в точке, где он ее активировал, даже если его смертельно ранили в бою. И по факту информация о сложной структуре его организма, особенностей мозга была утрачена с
сразу после сожжения. Однако давайте рассмотрим фантастические допущения, при которых радионит мог бы обеспечить регенерацию тела и памяти. Во-первых, как вы уже знаете, природа дает примеры поразительной регенерации. Например, саламандры, это там тритоны, аксолотли. Это, такие уникальные земноводные, которые могут полностью регенерировать утраченные конечности в течение жизни. Их раны заживают без рубцов, образуя бластему. Такая масса стволовых клеток, из которых вырастают недостающие конечности. Да, конечно, у человека подобных процессов нет, но наука о регенеративной медицине пытается их стимулировать. Кстати, есть еще более невероятный пример. Это планарии, плоские черви. Если такого червя разрезать на части, каждый фрагмент отрастит весь организм заново, включая мозг. Более того, экспериментально показано, что планарии могут после регенерации головы сохранять прежние воспоминания. И это наталкивает на мысль, что биологическая информация может дублироваться вне головного мозга, например, в виде эпигенетических меток или других молекулярных в кавычках записей в тканях. Применяя эти идеи к Фениксу, можно предположить, что радионит в его организме выполняет роль источника энергии и носителя информации. Вероятно, при активации его ульты частицы радионита в взаимодействии с нейросистемой Феникса сохраняют слепок его текущего состояния, делают по сути, мгновенную запись структуры тела и мозга, и всех нейронных связей. Да, это похоже на концепцию научно-фантастического такого квантового бэкапа сознания. Когда Феникс погибает, эта запись тут же используется для стремительного восстановления. Радионит, предположительно способный манипулировать материей на молекулярном уровне, выполняет следующий шаг – материализацию нового тела для Феникса в исходной точке. Возможно, вполне себе, конечно же, когда Феникс активирует свою ульту, он оставляет свои специальные клетки в пламени на Земле, которые содержат его слепок сознания и состояние его тела. Далее это радионитовое пламя временно поддерживает жизнеспособность его клеток в момент гибели, не давая им окончательно умереть, а затем запустить их размножение с нуля. Иными словами, это воссоздание тела по заранее сохраненному шаблону, как если бы организм имел резервную копию, готовую к экстремальному воссозданию. Ну или восстановлению. В итоге, способности Феникса — это результат мутации под действием загадочного вещества радионит. С научной точки зрения, мутация означает изменение ДНК. Обычные мутагены — это радиация, химикаты, вызывают случайные повреждения генома, зачастую вредные. Но радионит в лоре Valorant явно особый. Видимо, он целенаправленно запускает сверхэволюцию, наделяя некоторых людей, так называемых радиантами в мире Valorant, стабильными сверхспособностями. И да, можно предположить, что частицы радионита проникают в клетки и действуют подобно вирусному вектору, переписывая определенные гены. В пользу сказанных слов говорит разнообразие способностей радиантов. У каждого уникальная способность, словно радионит избирательно раскрывает у разных людей разные спящие возможности генома. В реальном мире тоже существуют скрытые гены и пути развития, которые активны у других видов, например, у рептилий, амфибий, регенерация конечностей, или даже у бактерий, скажем, термоустойчивость, да, но у человека эволюционно подавлены. Радиоактивное облучение обычно вызывает хаотичные мутации, однако здесь можно провести аналогию с направленной эволюцией или же генной инженерией. Возможно, радионит несет в себе информационную матрицу, например, содержит фрагменты ДНК, экстремофильных организмов или даже инопланетных форм жизни и интегрирует их в геном носителя. В целом, радионит выступает как комплексный мутаген, который перепрограммирует организм на многих уровнях. По сути, Феникс становится новым биологическим видом, чьи клетки работают по гибридно-физиологическим принципам. Насчет одежды Феникса я тоже очень долго думал. Я не мог понять, как одежда мало того, что выдерживает высокие температуры, то она еще и появляется вместе с ним после воскрешения. Сначала я подумал про огнеупорные материалы. В принципе, они в нашем мире есть. Но они не должны появляться вместе с ним после воскрешения. Потом я подумал про нанотехнологии, как у Железного Человека, но в мире Валоранта как будто бы это звучит нескладно.
То есть да, мутации и все остальное в принципе возможно из-за радионита, но нанотехнологии, почему-то про них в игре пока еще не говорилось. Поэтому я с удовольствием прочитаю ваши версии того, как у Феникса появляется одежда после его ульты, и почему он не бегает голый со своим BBC вместо Вандала. Нет, реально, мне будет интересно прослушать, почитать ваши теории, и, может быть, я с кем-то из вас соглашусь и добавлю этот комментарий в следующее видео. В заключение, Феникс — это не просто агент с эффектными фаерболами. Он ходячий парадокс, живой костер, который не сжигает, а исцеляет. Человек, которому боль от пламени заменили на восстановление. Смерть — это перезапуск. Короче, если смотреть на это не как на магию, а как на будущее биологии, становится жутко. Не потому что это невозможно, а потому что это слишком логично. Мы уже умеем пересаживать органы, модифицировать гены, создавать ткани, устойчивые к огню. Мы экспериментируем с регенерацией, носителями памяти вне мозга, с наноматериалами и стволовыми клетками. И если радионит в лоре Валоранта это просто метафора, то в реальности его роль может сыграть сама наука. Может быть, первый свет — это не катастрофа, а пробуждение, потому что радианты — это не сверхлюди, это просто следующая стадия эволюции человека. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Люблю тебя, мой сладкий пирожочек.